Привет, парни! У нас сегодня видео по выживанию в лесу. Речь пойдет об одной из наших тренировок и необычной палатке. Для чего интересна вот эта пищевая пленка нам в походе? Скоро все узнаете. А пока у нас марш-бросок и разминка. Поехали! Благодарим за поддержку следующие интернет-магазины и паблики в социальных сетях, ссылки в описании. Мы решили разбить лагерь в хвойной густой посадке. Вот как раз и площадка для палатки. Развели костер в яме, чтобы удобно было его затушить и закопать при уходе с места лагеря. Мы были вдохновлены идеей адвоката Егорова, как он построил лесной купол из прутьев. Поэтому мы решили снять это видео. Вначале мы нарубили прутьев из рядом растущих деревьев. Убрали все мелкие ветки на этих прутьях. Всем привет! Сегодня мы с командой вышли в лес потренироваться, и одно из наших главных сегодня направлений — это передать привет адвокату Егорову. Нет, я шучу, на самом деле мы хотим сделать по его технологии палатку из упаковочной пленки и скотча, ну а также дополнительных средств. Вот сейчас мы нарубили такие гибкие палки. Сейчас выбираем периметр, по которому будем делать эту палатку. Мы хотим, чтобы мы там все вместе, в принципе, поместились. Сейчас мы поставим по краям такие вот уже палки и будем их сгибать и вверху, как купол, скотчем приматывать. Все, поехали. Сейчас мы, получается, выкапываем ямки под основание. У нас будет не переносная палатка, а статичная. Не, пленки пойдет нормально. Чуть ли не вся. Прутья мы вкопали в землю, чтобы надежнее закрепить конструкцию палатки. Еще одну, да? Да, вот здесь. Все, остальные по периметру еще одни ставьте. Берите палки и ставим еще по периметру. Здесь два. Мелкие ветки пусть рядом лежат, они пригодятся тоже. Макс, тут уже все продумано. Мы уже знаем, как делать. Это же вообще не прокурор Егоров. Смотрите канал адвоката Егорова, будете тоже знать такие интересные вещи. Реклама. Да, реклама. Это канал такой известный, что там рекламы не надо. Ветки мы согнули и связали вверху вместе. Это была моя ошибка. Не нужно было их приматывать всех в одной точке вверху. Максим советовал делать пересечения в разных точках, так как конструкция была бы надежней. Если вы будете делать данный купол, то делайте так. Скрепляйте по два вкопанных прута вместе, а уже потом распределяйте их равномерно на вашей конструкции, чтобы они не пересекались в одной точке. После того, как мы закрепили вертикали, начинаем закреплять скотчем горизонтали. Их должно быть 3. Одна у самого основания, вторая на уровне шеи и третья на уровне пояса. Ну это сухая, сейчас надо попробовать. Там, где должен быть вход, мы просто оставили свободное место на уровне пояса, чтобы не отпиливать ветку. Теперь начнем наматывать пищевую или упаковочную пленку на наш каркас. Лучше это делать в натяжку и не параллельно, как мы, а грубо говоря, крест-накрест. Из-за того, что мы наматывали слои параллельно снизу вверх, то у нас произошли провисания. Не делайте так. Самое сложное было замотать верхнюю часть купола. Пришлось принести подставки. Тут мы намучились из-за того, что у нас были все прутья скреплены в верхней части, а не как я вам ранее посоветовал. Много торчащих концов рвали пленку, но и с этим мы справились. Вокруг палатки мы присыпали землей, устранив щель снизу. Потом мы немного замаскировали наше укрытие. Я сейчас вам буду помогать. Ага. Ну что, сделали, ребят? О, так тут вообще тепло. Подкапываем, ребят. Осталось чуть-чуть. Вот так вот выглядит то, что мы сделали. Можно было набросать еще больше хвойных веток, и тогда бы это было более замаскированное жилище. Давайте посмотрим, как оно выглядит внутри. Вот здесь можно стоять полный рост, даже как бы сделать, поднять руку. Здесь у нас место для отдыха. С этой стороны у нас стоят пеньки. Здесь мы будем сидеть и кушать.
Вот, это место защищено от ветра, от дождя. Если его хорошо замаскировать, оно еще будет укрытием хорошим. То есть здесь можно будет замаскироваться и переждать там какие-то нелегкие времена. Ну так, если его можно было и лучше открывать, скажи. Можно сделать, хотя не пещера, ничего не пропустит. Не-не-не, завжди палатку ставити на підвищенні. Тепер треба показати тому дядьку. Господи, тобі не лиш палатку. Ну и спалки. Вот так выглядит палатка изнутри. Вы видите сейчас, как 6 человек лежат внутри параллельно. 7 сидит напротив. Внутри мы разместили все наши 7 рюкзаков и 7 человек, и пеньки для сидения. Высота палатки вышла почти 2,5 метра. Входную дверь мы не делали, так как мы хотели иметь возможность быстро выйти из укрытия. На постройку у нас ушло около часа. Можно было бы быстрее, если бы все смотрели видео адвоката Егорова. А так не пришлось каждому объяснять, что кому делать. После того, как мы перекусили и отдохнули, мы провели еще одну тренировку с трекбольными приводами. Двое маскировались в определенном направлении, а 5 шли по их следам и должны были уничтожить. Вышло интересно, так как местность тут была очень подходящая. Было место для маскировки и было место для маневров. А ну. Не против, если поснимаю? Фидель, не против? Ой, то есть этот, ветер. Все. Тёма пошел. Молодец. Ну что робить? Хоп-хоп-хоп-хоп. Маскировочка. А нам только захватчик бегает. Тома показывай жесты неприличные. Оп. Вот и парень. Вот что выделывает. Не сидеть вместе, разойдиться. Не сидеть вместе. Мертвые не подсказывают, но всегда мешают. Командор, обходи! Командор! Командор, обходим! В итоге все хорошо провели время, и мы пошли домой с приподнятым настроением. Я хотел вам рассказать о нашем паблике ВКонтакте, в котором мы выкладываем интересные материалы со съемок и факты, которые мы нашли в интернете. Если вам тоже есть чем поделиться, то вступайте. Подписываемся на канал. Ставим пальцы вверх и оставляйте свои комментарии под видео снизу.